Вечер воскресенья. Ты лежишь, смотришь в потолок. Нет, не в потолок, в телефон. Листаешь ленту. Там очередной парень, примерно твоего возраста, рассказывает, как он в 32 года бросил работу, запустил онлайн-школу и теперь работает 4 часа в день из Бали. На заднем фоне пальма. Обязательно пальма. И ты смотришь это. Досматриваешь до конца. Ставишь лайк, может быть. А потом откладываешь телефон. И вот тут начинается самое интересное. Потому что то, что ты чувствуешь в этот момент, это не подъем. Это не «вау, и я так хочу». Это что-то другое. Такое тихое, липкое. Как будто тебя только что немного обокрали, но ты не можешь объяснить, что именно взяли. Знакомо? Смотри, я не собираюсь говорить тебе, что ты недостаточно работаешь, или что у тебя неправильный майндсет. Это не тот разговор. Я хочу поговорить о другом. О том, почему этот механизм, история успеха, мотивирующий контент, «я сделал это, и ты сможешь», почему он работает против тебя. И это вовсе не из-за того, что ты слабый, недостаточно умный или удачливый, а потому что он так спроектирован. К концу этого разговора у тебя будет не список лайфхаков, будет кое-что поинтереснее, понимание того, как это работает изнутри. Ладно, поехали. Ты видишь только победителей. Давай начнем с математики. Не пугайся, я обещаю, что это будет больно только секунду. 1943 год. Вторая мировая война. Американская армия теряет самолеты над Германией. Много самолетов. И военные хотят понять, куда ставить броню. Денег на то, чтобы обшить броней весь самолет, нет. Слишком тяжело, не полетит. Значит, нужно выбирать. Они изучают вернувшиеся самолеты. Смотрят, где больше всего пробоин. Крылья в дырах, хвост в дырах, двигатель почти чистый. Логичный вывод. Бронируем крылья и хвост. И тут приходит один математик. Его зовут Абрахам Вальд. И он говорит: подождите, вы смотрите не на то. Вот в чем штука. Самолеты с дырками в крыльях вернулись. Они бы летели. Значит, дырки в крыльях — это не смертельно. А вот самолеты с пробитым двигателем, они не вернулись. Их вы не видите. Их изучить невозможно, потому что они там и остались, над Германией. Вальд говорит: броню ставьте на двигатель. Именно потому, что он всегда целый у тех, кто прилетел. Военные послушались. Это спасло жизни. Какое отношение это имеет к тебе? Как ни странно, самое прямое. Теперь внимание. Вечер воскресенья. Ты листаешь ленту. На экране лазурный берег, красивый закат, успешный успех. Ты не военный аналитик, но ты видишь самолеты, которые вернулись. Парни с Бали, девочки с онлайн-школами, стартаперы, которые продали бизнес. Они все долетели. Они все производят контент, потому что им есть что рассказать и есть что продать. А те, кто не долетел? Те, кто запустил онлайн-курс и потерял деньги или влез в долги. Те, кто переехал на Бали и через полгода тихо вернулся в Воронеж. Их контента нет. Они не снимают видео, как я облажался и потратил 2 года впустую. Это не то, что люди хотят смотреть или рассказывать. Это не монетизируется. Короче, есть такое понятие «ошибка выжившего». Survivorship bias, если по-научному. Если проще, это когда ты оцениваешь шансы на успех, глядя только на тех, кто уже успешен. Как если бы ты оценивал шансы выиграть в лотерею, разговаривая исключительно с победителями. И вот тут первый парадокс. Чем более захватывающая история, тем она меньше отражает реальность. Самые крутые истории успеха – это истории людей из крайнего правого хвоста распределения. Это аномалия, это выброс, это не норма. Есть закон степенного распределения. В пространстве YouTube он работает так. Верхние 1% каналов собирают примерно половину всех просмотров. Половину. 1%, Карл. Математика внимания, она вот такая, жесткая. Ты сравниваешь себя не с реальным распределением людей. Ты сравниваешь себя с хвостом.
с аномалией, которую алгоритм специально выложил тебе на главный экран. Это как прийти на вечеринку, где все гости – победители Олимпиады, и потом переживать, что ты не олимпийский чемпион. Ладно, с математикой разобрались, но это только первый слой, потому что дальше кое-что поинтереснее. Твой мозг не отличает подъем от боли. Смотри, ты можешь сказать: ну и ладно, я понимаю, что это выборка, я же не идиот, я просто смотрю и заряжаюсь. Окей, давай проверим, что происходит в этот момент в твоей голове, буквально, физически. Есть такая зона в мозге, передняя поясная кора, Anterior Cingulate Cortex, если хочешь произвести впечатление на вечеринке. Если проще, это зона, которая обрабатывает боль, физическую боль. Когда ты обжигаешь руку, когда у тебя болит зуб, когда тебя ударили, она активируется. Так вот, исследования в области нейронауки, в частности работы группы Фудзина 2014 года, показывают, эта же зона активируется, когда ты видишь человека, который успешнее тебя и при этом похож на тебя. Сравнение снизу вверх, так это называется. Если проще, смотришь на чужой успех, и мозг реагирует как на боль. Одновременно, в тот же момент. Гаснет центр удовольствия мозга. Ученые называют его вентральный стриатум. Это твой внутренний центр «я хочу», «я могу», «я иду». Он выключается. То есть происходит вот что. Ты смотришь мотивирующее видео. И в этот момент включается боль и выключается желание двигаться. Одновременно. Ты называешь это «зарядился». Твой мозг называет это «получил удар». Кстати, вот любопытная деталь. Исследовали приматов, обезьян. Смотрели на уровень рецепторов дофамина D2 у особей с разным положением в группе. У тех, кто внизу иерархии, рецепторов значительно меньше. То есть способность получать удовольствие физически снижена. И вот что важно. Это не генетика. Это меняется в зависимости от окружения. Поставь главную особь в новую группу, где она окажется внизу. Рецепторы начнут меняться. Среда, в которой ты постоянно видишь людей выше себя, она буквально меняет биохимию мозга. Не метафорически, буквально. И еще про кортизол. Это гормон стресса, большинство знают. Пассивный просмотр контента о чужих достижениях повышает его уровень. Тело реагирует как на угрозу. Вот один момент, который меня лично каждый раз переворачивает. Твой мозг не знает, что человек в видео – незнакомец с другого континента. Мозг не читает подпись YouTube. Мозг видит – вот существо, похожее на тебя. Оно выше в иерархии. Ты проиграл схватку за статус. Эволюция программировала нас для жизни в племени из 150 человек. Там это имело смысл. Там результат этой схватки определял, получишь ли ты еду и пару. Сейчас это просто вечер в воскресенье с телефоном. Но мозг не в курсе. Ты когда-нибудь замечал, что после мотивирующего контента тебе немного хуже, чем до? Чуть тяжелее, чуть пустее. Теперь ты знаешь, откуда это. Но подожди, если это универсально, если боль включается у всех, почему тогда нас не одинаково задевает успех Илона Маска и успех бывшего однокурсника? Почему второе хуже? Тебя ранит не миллиардер, тебя ранит такой же, как ты. Давай честно, ты не переживаешь по поводу Илона Маска? Серьезно, он в другой вселенной, другой масштаб, другие деньги, другая жизнь. Он скорее как персонаж из фильма, далекий, нереальный, почти мифологический. А вот одноклассник Серега, который запустил сервис доставки и продал его за 3 миллиона, вот это другое. Вот это сидит в голове, вот это не отпускает. Почему? Тут нам нужен один человек. Леон Фестингер, американский психолог, 1954 год. Статья «Теория социального сравнения». Она считается одной из самых цитируемых социальной психологии за все время. Фестингер говорит вот что. Люди не оценивают себя в абсолютных категориях. Мы не думаем «я умный» или «я не умный» в вакууме. Мы думаем «я умнее чем» или «я хуже чем».
Наша самооценка – это всегда сравнение. И для сравнения мы выбираем не крайности, а близкое, похожих на себя, группу сравнения. Если проще, это работает как очередь в МФЦ. Тебе не важно, что кто-то пришел на час раньше тебя. Он вообще не в твоей системе отсчета. Тебя бесит человек, который вошел в дверь на 5 минут позже тебя и каким-то образом оказался впереди. Вот он, твоя точка отсчета. Вот он, источник несправедливости. И вот теперь собираем два факта вместе. Первое. Мозг сравнивает тебя с похожими, а не с крайними. Второе. Платформы знают об этом лучше тебя. Алгоритм не показывает тебе Безоса. Алгоритм показывает тебе человека, который 3 года назад был примерно там, где ты сейчас. Такой же город, такая же ниша, такой же стартовый капитал или его отсутствие. А сейчас пальма на заднем фоне. Расстояние маленькое, именно поэтому невыносимо. Исследование Instagram. Выборка 413 человек. Смотрели, что именно снижает самооценку при использовании платформы? Результат. Не время, проведенное в приложении, не количество постов, а именно сравнение снизу вверх с человеком из твоего уровня, который оказался выше. Вот ты, вот он, почти совпадают, но не совсем. И именно этот зазор ощущается как личный провал. Кстати, вот горькая ирония в 30 с лишним. В 20 лет ты не так остро чувствовал это сравнение, потому что было ощущение, что время есть. Ну и что он успел раньше? Я еще дойду. В 35 это работает иначе. Ощущение, что время уже не резиновое. И чужой успех начинает звучать не как «догоню», а как «опоздал». Это не слабость, это математика возраста. Но кто стоит за тем, что именно такой контент ты видишь? Кто принимает это решение? Твое страдание монетизируется. Вот здесь начинается самая неприятная часть разговора, потому что все, что мы обсуждали до этого, статистика, нейробиология, психология, это как бы фоновые условия. Природа, эволюция, математика. Никто специально не придумывал, чтобы тебе было плохо. А вот то, что я расскажу сейчас, это уже не фон. Это архитектура. Это решение. В 1971 году экономист Герберт Саймон сформулировал простую идею. Когда информации становится много, настоящим дефицитом становится не информация, а внимание. Внимание людей конечно. В сутках 24 часа. Это потолок. Если проще, это как пицца на вечеринке. Пицца – это контент. Ее много, она дешевая. Но желудков у всех одинаково. И вот за желудки начинается конкуренция. Так вот, все платформы – YouTube, Instagram, TikTok – они продают не тебе контент. Они продают твое внимание рекламодателям. Ты не покупатель, ты продукт. И вот вопрос. Какой контент максимально удерживает внимание? Нейтральный? Спокойный? Познавательный? Нет. Эмоционально насыщенный. Тот, который вызывает сильную реакцию. Тревогу, восхищение, зависть, желание. Потому что чем сильнее эмоция, тем дольше ты смотришь, тем больше кликаешь, тем выше вероятность, что реклама сработает. Контент о чужих достижениях, богатстве, идеальном теле, успехе – это топливо максимальной вовлеченности. Это не случайность рекомендательной системы, это оптимизация. Тут есть один конкретный факт, который меня лично зацепил. В 2021 году Wall Street Journal опубликовал внутренние документы Facebook. Там черным по белому. Компания знала, что Instagram усиливает тревожность и негативный образ тела у подростков. Знала. Исследования были. Выводы были сделаны. Алгоритм не изменили. Потому что вовлеченность оставалась высокой. Твоя тревога – это рабочий инструмент продаж. Твое ощущение «я недостаточно успешен» – это то, что делает тебя хорошим потребителем рекламы курсов, коучей, книг по продуктивности, программ похудения, подписок на «Стань лучшей версией себя». Платформа зарабатывает дважды. Сначала она продает твое внимание рекламодателю. Потом, через этого рекламодателя,
Она же продает тебе решение той проблемы, которую сама же создала. Это не заговор. Это просто бизнес-модель, доведенная до логического предела. Ты думаешь, что бесплатно смотришь видео. На самом деле ты работаешь. Ты производишь свою реакцию и продаешь ее, сам того не зная. Ты не потребитель, ты сырье. Это звучит как теория заговора. Но это не теория. Это операционная инструкция самих компаний. Знание не освобождает, но меняет угол. Окей, стоп. Я понимаю, что сейчас ты ждешь. Ждешь, когда я скажу: а теперь вот 5 шагов, как с этим справиться. Или удали Инстаграм и живи в гармонии. Или купи мой курс по цифровому детоксу. Не будет этого. Потому что это было бы нечестно. И потому что это было бы еще одной историей успеха, только с другим продуктом. Давай честно. Знание об ошибке выжившего не делает математику другой. Верхний 1% по-прежнему собирает половину просмотров. Это просто структура распределения. Она не изменится от того, что у нее теперь есть название. То, что передняя поясная кора активируется при чужом успехе, не выключает ее. Боль никуда не денется. Мозг останется тем же мозгом. И Фестингер, кстати, никогда не говорил «перестань сравнивать». Он говорил: люди не могут не сравнивать. Это физиология. Но можно выбирать с кем. Вот что конкретно меняется. Когда ты видишь очередную историю успеха, появляется зазор осознанности. Если проще, это когда между стимулом и реакцией возникает крошечная пауза, в которой успеваешь подумать: стоп, это выжившие. Это хвост. Это отобранная аномалия, которую алгоритм специально вытащил на мой экран, потому что она вызовет реакцию и принесет платформе деньги. Это не отменяет чувство, но меняет его смысл. Разница между «я недостаточно хорош» и «я смотрю на хвост распределения» огромная. Это как разница между «я проиграл» и «это была нечестная игра с самого начала». Теперь про группу сравнения. Мы будем сравнивать, это не выключить. Но один вариант – пересмотреть, кто у тебя в ленте. Не в рамках цифровой гигиены, это звучит как советы из женского журнала, а просто, чья точка отсчета у тебя в голове прямо сейчас. И кто ее туда поставил, ты или алгоритм. И последнее, про экономику внимания. Я не предлагаю становиться цифровым монахом. Но есть один разрыв, который работает. Ты производишь свою реакцию или потребляешь чужую. Когда создаешь, пишешь, снимаешь, исследуешь, делаешь что-то руками, биохимия реально меняется. Не метафорически. Мы переходим из режима оцениваемого в режим действующего. Это меняет ощущение времени. Это меняет то самое воскресное чувство «жизнь проходит мимо». Вечер воскресенья. Телефон, пальма на заднем фоне. Только теперь ты знаешь, что смотришь. Ты знаешь, кто выжил из 1000. Ты знаешь, что мозг сейчас активирует зоны боли. Ты знаешь, что алгоритм выбрал этот ролик не случайно. Ты знаешь, кто зарабатывает на твоей реакции. И вот вопрос, не риторический, настоящий. Если бы ты мог выбирать, с кем сравнивать себя, осознанно, не по умолчанию, кого бы ты выбрал? Это не вопрос с ответом. Это вопрос на подумать. На следующую неделю или на следующее воскресенье.